Посмотрите, какой идеальный шоколадный рулет мы сегодня приготовили. Нежный шоколадный бисквит, воздушный сливочный крем и вкусная сочная клубника. Смотрите видео до конца. Я думаю, вам будет очень интересно. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить очень нежный вкусный десерт – бисквитный рулет с клубникой и кремом. Для бисквитного рулета нам понадобятся такие ингредиенты: яйца, сахар, мед, ванильный сахар, соль, разрыхлитель, какао и мука. И, конечно же, подробный рецепт я напишу в описании под видео. Отделяем белки от желтков. Сначала будем взбивать белки, а потом желтки добавим. Белки отправляем сразу в чашу миксера, а желтки я приготовила отдельную пиалочку. Вот сюда. И этот десерт настолько быстро готовится, поэтому я заранее уже включила духовку. Пока мы приготовим тесто, за это время уже хорошо прогреется духовка. Стараемся, чтобы ни капли желтка не попадало в эти вот белки наши. И взбиваем на медленной скорости. Добавляем щепотку соли. До такой легкой пенки взбиваем. Добавляем сахар. Вот так, по чуть-чуть. И взбиваем на средней скорости. До состояния, знаете, как на безе должно у нас получиться. И добавляем ванильный сахар. Смотрите, какая у нас пенка получилась, такая устойчивая. После того, как мы добавили сахар и ванильный сахар, мы взбиваем в течение 5 минут до устойчивых пиков. Вот так, смотрите, до такого состояния мы взбивали белки. И теперь по одному будем добавлять желтки. Включаем на медленную скорость и добавляем. Выключаем миксер и добавляем 1 столовую ложку жидкого меда. И дальше взбиваем на медленной скорости. Яично-сахарная масса у нас уже готова. Теперь мы смешиваем сухие ингредиенты. У нас тут стакан муки, разрыхлитель и какао. Хорошенько перемешиваем. 3 столовые ложки какао у нас. Прежде чем отправлять муку в нашу яично-сахарную массу, обязательно нужно просеять. Миксером мы уже пользоваться не будем. Хочу показать вам, смотрите, какая у нас должна быть консистенция. Видите, следы остаются от яичной массы. Будем перемешивать силиконовой лопаткой. Просеиваем в 2 этапа.
И движениями снизу вверх, очень-очень аккуратно, чтобы не нарушить нашу воздушную текстуру. Вот так перемешиваем. Соединяем мучную массу с яично-сахарной. Застилаем противень пергаментной бумагой. Размер нашего противня 30 на 40 сантиметров. И уже наше тесто бисквитное готово. Перекладываем на противень и равномерно распределяем. Смотрите, какое пористое тесто у нас получилось. И далее вот так вот стучим по столу, чтобы равномерно распределить тесто по противню. И уже можно отправлять в духовку. За это время она уже хорошо прогрелась на 180 градусов. Режим у нас вверх-вниз на средний уровень. Приблизительно на 10-12 минут. Все, уже прошло 12 минут. Наш бисквит готов. Мы будем сейчас проверять готовность бисквита. Мы отправляем вот такую деревянную зубочистку в тесто. Видите, она абсолютно сухая. Это означает, что бисквит полностью пропекся. И пока у нас бисквит горячий, мы отправляем на полотенце сухое. Застилаем чистой пергаментной бумагой бисквит и в горячем состоянии сворачиваем в рулет. Заворачиваем в полотенце и оставляем до полного остывания рулета. За это время приготовим крем. Для крема нам понадобятся такие ингредиенты: сыр маскарпоне, сахарная пудра, жирные сливки 33% и ванильный сахар. Для начала мы взбиваем сливки. Сливки у нас должны быть именно холодные из холодильника. Вот до такого состояния мы взбили сливки. Смотрите. И теперь уже можно добавлять все остальные ингредиенты. Ванильный сахар мы добавим. Сахарную пудру. И сыр маскарпоне. И будем взбивать до получения такой вот однородной гладкой текстуры. Все, крем уже готов. Смотрите, вот такой вот крем получается. Чем-то напоминает этот крем, как мороженое, вкус мороженого. Тщательно промоем и высушим клубнику. Теперь нарезаем клубнику на две части. Если мелкая клубника, на две части. Если крупная, на
ну вот, например, вот такая, значит, нарезаем на 4 части. И так мы поступим вот со всей вот этой вот клубникой нашей. Бисквитный корж у нас уже достаточно хорошо остыл. И мы раскрываем аккуратненько и будем смазывать кремом и украшать клубникой. Так как раскрываем. Смазываем кремом наш бисквит. И до конца не доходим. Где-то вот 1 сантиметр мы оставляем от края. Равномерным таким тонким слоем смазываем. И распределяем клубнику вот таким образом. И так мы сделаем 2 полоски. Первая полоска, и вот тут у нас будет вторая полоска. И аккуратненько скручиваем в рулет. И вот так переворачиваем для фиксации. У нас есть вот такой скребок. И этим скребком вот так фиксируем рулет. Заворачиваем в пергаментную бумагу и отправляем в холодильник для стабилизации где-то на полчаса. Остаток крема я оставила для украшения нашего рулета. Я отправляю в кондитерский мешок. И еще немного клубники, мяты промоем тоже для украшения рулета. Рулет наш хорошо стабилизировался. И теперь можно уже заниматься украшением рулета. Снимаем пергаментную бумагу и кладем на тарелку. Пришла наша помощница, наша Ани, будет нам помогать украшать рулет. И будет пробовать, да, Аня? Ты будешь пробовать? Вот таким вот кондитерской насадкой делаем в виде цветочков. И на них мы будем класть половинки клубники и голубики. Смотрите, как красиво. Кладем таким образом. И листьями мяты будем украшать. Сирунаны. Тоже мамой. Мерси. Ой, как хорошо получилось. Молодец. Молодец. Пресс. Ай, можно сюда класть.
Угу. Очень красиво, молодец. Вот такой шоколадный рулет с клубникой мы сегодня приготовили. Сейчас мы посмотрим, какой он в разрезе, и попробует наша Ани. Да, Ани, ты будешь пробовать? Я порежу. Снимем эту мяту. Бисквит, видите, нежный, мягкий. И они попробуют. Да, Ани? Смотрите, как красиво. Ани, давай тарелочку. Разверну разрез, посмотрите, как красиво получилось. Давай я тебе помогу. Мягкий-мягкий воздушный бисквит. И даже мы не пропитывали, а он у нас получился такой воздушный и мягкий. אני אעשה המורה? Примахчика, санушлины. Друзья, обязательно пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Вы будете часто готовить именно по этому рецепту. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и проверенных рецептов. Обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И сейчас для Анолика тоже порежу тебе, да, Аноль? Будешь? Заварила чай вместе с таким рулетом. А это для Анолика.